Мое имя Пластик, и моя миссия – смерть всего живого на Земле. Я уничтожаю всех вас, медленно, незаметно, но до последнего я останусь вам необходимым. Как я это делаю? Об этом мой рассказ. Зачем же люди изобрели меня? Впервые я появился на свет в 1862 году, как пластификатор. Это был материал на замену дорогой слоновой кости для производства бильярдных шаров. Создателем моим был Александр Паркес. Затем, в 1899 году, я становлюсь полиэтиленом благодаря Гансу фон Пехману. И уже в 1933 году меня начинают использовать в промышленных масштабах, как основу для кабельного провода. Таким продвижением я обязан Эрику Фоссету и Реджинальду Гибсону. Уже во время Второй мировой я стратегическое сырье. Меня используют в производстве радара. Затем я становлюсь материалом для труб, водоснабжения и канализации. Начиная с 50-х годов, я все больше и больше вхожу в массовое потребление. В США начинают фасовать продукты в полиэтиленовые пакеты. В 80-х годах в Англии выпускают пакеты майки. Они тут же становятся популярными. Вскоре их даже начинают бесплатно раздавать в магазинах. Для меня это стало настоящей победой. Люди довольно быстро привыкли к моим преимуществам. Ведь я очень дешевый, а то и бесплатный, и экономлю вам уйму времени благодаря своему удобству и легкости. Это и стало залогом моего успеха. Сегодня моя популярность только растет. Например, каждая семья в мире ежегодно использует 500 пластиковых бутылок, а только в США каждый час расходуют и того больше – 2,5 миллиона, а полиэтиленовых пакетов – около 4 триллионов в год. Я считаю, это настоящий успех. Вот так незаметно я вошел во все сферы вашей жизни. И вы теперь не можете без меня обойтись. А ведь большинство из вас даже не догадывается, насколько я опасен. Взять, к примеру, ПЭТ-бутылки. При повторном использовании они выделяют тяжелые металлы. А еще я идеальная среда для размножения бактерий. Вы же все равно пьете и едите из меня. Кроме того, вы теряете почти 120 миллионов долларов в год из-за того, что 90% изделий из меня не попадает на переработку. Просто потому, что вы не сортируете мусор. Потом, когда я становлюсь вам не нужен, вы думаете, что избавляетесь от меня, выбросив в урну. Но на самом деле, мое путешествие только начинается. Я побеждаю даже тогда, когда проигрываю. Я не разлагаюсь более 300 лет. Этого запаса мне вполне хватает, чтобы вернуться снова к вам. Сначала я попадаю в реки, потом в моря, а дальше в океаны. Каждый год в них попадает почти 13 миллионов тонн пластикового мусора. Уже сейчас образовались 5 таких мусорных островов.
Каждый год я убиваю миллионы морских птиц и млекопитающих, а вы все равно не замечаете опасности. А ведь по пищевой цепочке я попадаю и к вам на тарелку. Рыбы и другие морские жители питаются мной, принимая зоопланктон, а вы питаетесь этими отравленными продуктами. А еще я в каждой пачке морской соли, и вы едите ее каждый день, и даже не подозреваете об этом. Медленно, но уверенно я вас убиваю. Некоторые страны раскусили мой план и пытаются со мной бороться на законодательном уровне. Например, Ирландия еще в 2002 году ввела налог в размере 15 центов за пакет, и уже к концу года почти 90% жителей перешли на долговечные пакеты. Также налоги ввели в Германии, Дании, Великобритании, Латвии и Израиле. В 2011 году Италия первая в Европе запретила использование разовых пакетов. Швейцария сегодня считается одной из самых чистых и зеленых стран в мире. Но еще в 80-е годы страна потопала в пластике и решила сортировать отходы. А в этом году в Кении приняли закон, который предусматривает штраф $38 тысяч или тюрьму на 4 года для тех, кто пользуется мной. В Занзибаре и Тайване бизнесменов, которые производят, импортируют или продают неэкологичные пакеты, могут оштрафовать на $2000 и лишить свободы на несколько месяцев. А в Индии вообще можно на 5 лет угодить за решетку за использование пакетов. Пластиковую продукцию запретили также в Руанде, Танзании, Бутане, Бангладеш и Сингапуре. Но вы ведь и сами понимаете, что все эти запреты бесполезны. Я все равно побеждаю, ведь есть еще так много других мест, где на меня все еще не обращают внимания. Зачем сортировать мусор, использовать стеклянную тару и долговечные сумки, если я такой удобный? Ведь комфорт для вас на первом месте, правда? Даже выше вашего здоровья. Вот так однажды меня изобрели ради экономической выгоды, а затем оценили мое удобство и дешевизну и стали применять абсолютно везде и все. Теперь же я незаменим, но вместе с тем я ваш злейший враг. Уже сейчас я нанес колоссальный вред почти всем экосистемам на этой планете. Думаю, к 2050 или 2100 вся рыба исчезнет из мирового океана, а я прочно обоснуюсь в морепродуктах и птице. Весь мир станет одним большим мусорным полигоном. И ты, человек, станешь частью этой бесконечной свалки.